Всем привет! Это компания Pop Music, и мы хотим вам показать новинку от компании Behringer Motor 61 и 49. Итак, как вы догадались, это MIDI-клавиатура. Но Motor — это не только MIDI-клавиатура. Данный девайс объединяет в себе и пэды, и транспортную панель, и моторизированные фейдеры. Скажу вам, я еще никогда не работал с MIDI-клавиатурами, в которых моторизированные фейдеры. Это очень круто. Мы обязательно отдельно остановимся на фейдерах и рассмотрим их работу более подробно. В данной MIDI-клавиатуре все выполнено на высоком уровне. Пэды, вращающиеся регуляторы, моторизированные фейдеры. Все сделано очень качественно. Пэды подсвечены разными цветами, и на каждый из них вы можете назначить нужный вам цвет. Это все делается прямо в медюшке. Удобный дисплей, на котором отображается много разных позиций. Вот такой удобный регулятор по навигации в меню. Также кнопки для переключения банков фейдеров, энкодеров и пэдов. Что удобно, когда вы работаете в больших проектах, где очень много треков. Также есть арпеджиатор, разделение клавиатуры, ну и, конечно же, переключение октав и привычные колеса Pitch Bend и модуляция. На задней панели имеется USB разъем, также все необходимые MIDI разъемы — это MIDI In, MIDI Out, MIDI True, а еще есть разъем для педали сустейна и педали экспрессии. Motor 61 и 49 абсолютно идентичны и отличаются только количеством клавиш. Один из ключевых моментов — то, что Motor 61 работает в двух режимах. В режиме MIDI он работает просто как обычная MIDI-клавиатура, а в режиме MIDI-контроллер у вас открываются огромные возможности для управления вашим секвенсором. Важно отметить, что в режиме MIDI-контроллер все функции MIDI-клавиатуры остаются и добавляются функции контроллера. Тогда спрашивается, для чего нужен обычный режим MIDI, как это применимо? В режиме MIDI-контроллер все фейдеры, регуляторы назначены по стандартному MIDI-протоколу. Фейдерами вы управляете громкостью разных инструментов и аудиотреков, также панорамой, посылом эффектов и так далее. А в режиме MIDI те же самые фейдеры вы можете назначить на разные параметры синтезатора, что очень удобно. Вам не надо постоянно запоминать разные функции на одни и те же фейдеры. Вы просто переключаетесь двумя клавишами. Режим MIDI-контроллера. Первый фейдер управляет громкостью первой дорожки. В режиме MIDI этот же самый фейдер управляет параметрами атаки. А теперь традиционно давайте запишем что-то, используя данную MIDI-клавиатуру. Включим петлю и запишем барабаны, используя пэды. Запишем бас. И еще одну партию, используя арпеджиатор. Ну что, мы включили раздел автоматизации и попробуем прописать эту автоматизацию.
А теперь посмотрим, как это все сработает. Вот так. И еще, кстати, хочу заметить, что вращающиеся регуляторы, когда вы назначаете их на какой-то параметр, допустим, панорама, и перещелкиваетесь на другой трек, как это часто бывает в разных MIDI-клавиатурах, если фейдер повернут, ну, допустим, на 3 часа, то на следующем треке параметр выставлен в 0, и вы начинаете трогать, он резко как бы выщелкивает. Наверное, встречались с такой проблемой. То есть здесь все запоминается и прямо четенько на то место, на котором вы оставили ваш регулятор. Вот так вот удобно работать с данной MIDI-клавиатурой. На мой взгляд, это очень хорошая MIDI-клавиатура, и подойдет она и в студии, и в лайвах, и просто в домашнем творчестве. Со всеми известными секвенсорами она работает, очень легко коннектится. Как вы видели, все необходимые инструменты для создания любых треков здесь есть. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.